Недавно пресс-секретарь Путина Песков прокомментировал предложение Трампа без предварительных условий прекратить российско-украинскую войну по текущей линии фронта. Этот вариант лежит на столе уже 8 месяцев, и на него согласен Киев. Не хватает только согласия Путина. Так вот, приведу комментарий Пескова в том виде, как его цитирует ТАСС. Эта тема неоднократно поднималась с разными нюансами в ходе российско-американских контактов, и российская сторона каждый раз давала ответ. Ответ этот хорошо известен, последовательность позиции Российской Федерации не меняется. Читателю, который следит за событиями, не составит труда перевести эти слова на понятный русский язык. Путин по-прежнему отказывается останавливать войну и считает нужным воевать дальше. Но для огромного числа россиян такое заявление звучит более чем туманно, и неспроста. Сейчас поговорим об этом, только сначала напомню. По ссылке в описании мы собрали инструкции, как бесплатно можно ускорить YouTube или обойти блокировки WhatsApp и Telegram. Спонсор – MaxSwap. Они выпускают виртуальные карты, с помощью которых вы можете тратить криптовалюту за границей, как обычные деньги. В октябре по Телеграму разошелся фрагмент из эфира радио «Комсомольская правда». Туда пригласили бывшего замглавреда «Известий» и доцента филфака МГУ Бориса Межуева. Передача вышла еще 19 сентября, но привлекла внимание именно сейчас. Речь там зашла о том, что для России предложение Трампа заморозить войну было историческим шансом. Вы сказали, что надо было этим историческим шансом воспользоваться. Да, когда вот момент для сближения был удачный, скажем так. Не сближение, я не рассчитывал на наше стратегическое сближение с Соединенными Штатами. У меня эти пряники, которыми Трамп размахивал, меня абсолютно не привлекали. Я считал, что это просто шанс закончить то, что началось в 2022 году, на наиболее, так сказать, выгодных для нас условиях. Почему мы этим шансом, по-вашему, не воспользовались? Почему-то спикер тогда говорил об остановке войны как об однозначно упущенной возможности. Спустя месяц, 18 октября, один из популярных анонимных Z-телеграм-каналов напомнил, предложение завершить кровопролитие здесь и сейчас никуда не делось. Если собрать в кучу все заявления, объявления, посылы, месседжи и намеки трампушки и зели за прошедший вечер, то нам открытым текстом предлагается остановиться по действующей линии боевого соприкосновения. То есть предлагается самый очевидный, самый реальный и самый логичный вариант остановки боевых действий. Вариант, на который уже заранее согласна украинская сторона. Это то самое предложение, которое позволит остановить войну прямо вот завтра. Радиоэфир с не самым медийным человеком и пост анонимного военблогера – это редкие примеры, когда через густую дымовую завесу проливается свет на реальное положение вещей. Информационное сопровождение войны сейчас стоит на двух главных столпах. С одной стороны, у каждого отдельно взятого россиянина, дескать, есть выбор – воевать или нет, не хочешь – не воюй. С другой стороны, у России в целом такого выбора нет. Страна, мол, вынуждена продолжать боевые действия. Отсюда две серьезные установки. Во-первых, ни в коем случае не напоминать о мобилизации 22 года, а лучше даже специально создавать впечатление, что на фронте сейчас исключительно добровольцы за большие деньги. А во-вторых, необходимо запутать российскую аудиторию на тему потенциального прекращения войны. Путин уже 8 месяцев как может выйти из войны на самых выгодных условиях из возможных, но почему-то не выходит. И это весьма щекотливая ситуация. Десяткам миллионов россиян нужны не Покровск и не Константиновка, а доступные машины и ипотеки. И эти десятки миллионов граждан могут задаться популярным вопросом: «Чё ж тебе еще надо-то, а?» Чтобы такой вопрос не появился у критического большинства россиян, властям приходится напускать туману. Например, толкается идея, будто бы никак невозможно закончить войну без детально проработанного мирного договора. Такую позицию озвучивают уверенным тоном, как нечто само собой разумеющееся. Хотя в действительности это полная чушь. Государства часто заключают мирный договор лишь спустя годы после фактического прекращения войны. Или и вовсе фиксируют как данность, что договориться невозможно, но при этом не воюют и поддерживают нормальные отношения. К примеру, Россия с Японией до сих пор не могут поставить точку в советско-японской войне 1945 года. Мирного договора нет, но прямо сейчас вам в Москве могут за неделю выдать японскую визу. В случае российско-украинской войны
Прикрываться формулировками «сначала мирный договор, а потом прекращение огня» — это отличный способ на словах быть как бы за мир и картинно требовать мира, но на деле выступать за продолжение войны. Ведь прекращение огня быстро можно устроить, а заключение мирного договора, если даже оно возможно, может занять десятилетия. Да, на слух звучит очень похоже – выступать за мир и выступать за мирный договор. Но в данном случае это позиции противоположные. Помимо тезиса о мирном договоре есть и другие, более примитивные приемы. Сбить российскую аудиторию с толку. Предложить ей, например, ложную дихотомию. Россия или воюет, или капитулирует. А третьего будто бы не дано. Не хочешь капитуляции своей родины – смирись с продолжением войны. Используется также прием, когда пропаганда полностью игнорирует позицию Киева по состоянию на 25 год и повторяет по кругу высказывания украинских политиков из 22-го. Так, у части аудитории формируется впечатление, будто война продолжается исключительно по вине Украины. Мол, Киев выдвигает требования, не соответствующие реальной обстановке, и требует просто вернуть ему все территории, которые сам не может возвратить силой. И Донецк, и Луганск, и даже Крым. На меньшее украинцы якобы не согласны. В данном случае российский официоз перекладывает с больной головы на здоровую. Именно Кремль требует просто так отдать ему города, которые армия России взять не в состоянии. В реальном мире есть предельно ясная и понятная опция. Вот линия фронта по состоянию на сегодня. Линия фронта за последний год почти не двигалась. За последние 2 года она двигалась незначительно. И это несмотря на непрерывные боевые действия, сотни тысяч убитых и раненых. Эта линия фронта может сейчас стать фактически границей между сторонами. В заданный день, в такое-то время, 2 армии прекращают боевые действия и остаются стоять, где стояли. Война тогда переходит в формат дипломатических баталий. А вот они, скорее всего, не закончатся, пока не подрастут новые поколения, не знавшие ужасов военного времени. Получается, чем скорее закончится война де-факто, тем ближе станет мир де-юре. Сценарий этот понятен. Он не раз был реализован в новейшей истории, а главное, на него согласен Киев. Согласен и как главный посредник Дональд Трамп. Однако Кремлю, нацеленному на продолжение войны в формате беспрерывного рубилова засела или сопосадки, такая ясность не нужна. Чем больше версий о позициях Трампа, Зеленского и Путина, чем больше путаницы, тем лучше. Важно утопить в информационном шуме запрос российского общества к Путину. Да согласись ты уже. Важно сделать это до того, как запрос этот станет четким и артикулированным лозунгом большинства россиян. Вернемся к заявлениям Пескова. Москва слышит все противоречивые заявления из Киева. Все эти противоречия, которые мы наблюдаем в Киеве, конечно же, они не способствуют этому процессу, скорее наоборот, затрудняют. Позиция России и Путина по мирному урегулированию последовательно, хорошо известна. Россия продолжает общение с США по теме украинского урегулирования. Ведется серьезная работа. Читатель должен понять, Путин усиленно работает над достижением мира. Но не все так просто. Это сложный, многоступенчатый и долгий процесс. Тем более, что тщательную работу Путина то и дело саботирует Зеленский. Так что при всем желании и путинском трудоголизме нет сейчас возможности не воевать. Никак не получается. Все время, что идет война, не устаревает жанр разбора путинской пропаганды. Если посмотреть пару десятков таких разборов, может сложиться впечатление, что речь идет об агитационных машинах нескольких разных стран. Разная риторика, разные приемы, и они еще и постоянно трансформируются. Сейчас для системы уже очевиден запрос россиян на мир. И система ответила сообразно такому запросу, изобрела в дополнение к существующим и еще один подвид пропаганды. Президент, мол, по этой новой линии, как раб на галерах трудится над мирным урегулированием. Ночью не спит, только и думают, как мир устроить. Но плыть ему приходится против течения. Простейшая задача – сегодня же договориться о времени и дате взаимного прекращения огня превращается устами пропагандистов в долгую, сложную и опасную миссию. Никуда при этом не деваются вопли о священной войне до польской границы, как и призывы заморозить украинцев зимой. Но это другие пропагандистские нарративы, они предназначены для агрессивного провоенного меньшинства. В прошлом они могли нацелиться на большинство, но в 25-м уже довольно очевидно. Большая часть страны хочет совсем не этого. ТАСС, который гораздо респектабельнее соловьевских программ,
Недавно даже продемонстрировал ужасы войны на примере единственной жительницы некогда 10-тысячного города Марьинка. Одинокая фигура женщины показана среди сплошных руин. Это одни из лучших антивоенных кадров последних лет. Города фактически нет. И вряд ли, чтобы его восстанавливали. Уже смысла нет, да? Не то, что смысла нету. Тут нужно все грейдеры затянуть, выгребти под ноль и ставить не вот такие, как поселок городского типа делать, чтобы свои дома, а просто квартирный комплекс. Но антивоенный пафос ТАССа имеет специфическую направленность. Агентство работает по принципу «не можешь победить антивоенные настроения в России, возглавь их». Информагентство называет Марьинку городом, который полностью разрушила украинская армия. ТАСС ссылается на слова жительницы, хотя она этого не говорила. Она сказала, что город полностью разрушен. Впрочем, на камеру женщина говорит, что по вине киевского режима потеряла мать и теперь призывает украинского президента уйти со сцены. Зрительский запрос на мир, таким образом от Путина, перенаправляется к Зеленскому. 20 октября в интервью тому же ТАСС представитель МИДа Мария Захарова обвинила Евросоюз и агрессивное западноевропейское сообщество в активных подрывных действиях против мирного урегулирования. Ее слова совершенно не согласуются с соловьевскими репликами, мол, зачем мир, если мы побеждаем на фронте? Но они и не должны согласовываться, так как спикеры обращаются к разным аудиториям. Захарова как бы отвечает россиянам, которых война уже порядком достала. Мы, мол, работаем над этим, а нам мешают. Еще недавно мы говорили, Путин периодически изображает миротворческие поползновения ради одного единственного зрителя, Дональда Трампа. Хотя задача у таких представлений прямо обратная – избежать трамповского гнева и с комфортом продолжить войну. Сейчас же путинский официоз изображает миротворчество для десятков миллионов зрителей внутри России. Задача при этом почти та же – воевать дальше, избегая народного гнева. В политике колоссальной силой обладают простые и короткие лозунги. Они распространяются среди граждан быстрее и легче, чем сложные позиции. Как правило, это проблема для общества. Популисты могут манипулировать множеством людей, предлагая простые решения сложных проблем. Однако сегодняшняя ситуация – редкое исключение, потому что простое решение есть, и применить его можно, хоть прямо завтра. Поэтому официозу важно все усложнить и запутать. Сам Путин и его ближайшее окружение в молодости ведь учили наизусть цитату Карла Маркса, что идея становится материальной силой, когда овладевает массами. Судя по последним пропагандистским нарративам, Путин и его окружение всерьез опасаются, что россияне в массе своей подумают: окей, может и не последние 4 года, но так уж 100% в последние 8 месяцев в России могла быть мирная жизнь. За эти 8 месяцев Россия потеряла десятки тысяч убитыми, сотни тысяч травмированы физически и ментально, миллионы граждан стали беднее, триллионы рублей украдены у тех, кто еще и не родился. А взамен Россия приобрела руины Часова Яра. Российским гражданам сейчас сложно высказать общую антивоенную позицию не только из-за репрессий. Власти постоянно сбивают людей с толку несуществующими проблемами. Ах, вы хотите мира? А как быть с Крымом? Как быть с дончанами и луганчанами, которые, согласно украинскому законодательству, совершили госизмену? Как вы собираетесь уговаривать на мир Шольца и Макрона? Что делать с украинскими националистами, которые якобы нацелились на российскую Кубань? А что делать с ограничениями русского языка в Украине? И вот так простые по форме требования прекратить войну превращаются в многоуровневые дискуссии о проблемах Крыма, судьбе местных чиновников в ЛДНР и так далее. Хотя дискуссии эти для послевоенного времени. Сейчас главный разговор должен быть о другом, о прекращении боевых действий. Повторюсь, просто представьте себе, что уже 8 месяцев как мог быть мир. Не де юре, но де факто. Последние 8 месяцев Россия могла бы восстанавливаться, не горели бы нефтезаводы, не гибли бы массово люди, воссоединились бы семьи. Можно было бы начать строить хоть какие-то планы на мирное будущее. Представьте, что вся 145-миллионная Россия вдруг это осознает. Думаю, чего-то такого власти по-настоящему и боятся, а поэтому и выдумывают всю эту запутанную чушь. До завтра.